Приветствую всех зрителей моего канала. С вами Юлия Полянская и Мир Голоса. Благодарю вас за ваше внимание, за то, что вы подписываетесь на мой канал, комментируете его, оставляете свои вопросы. Именно эти вопросы служат для меня благодатной почвой давать вам больше информации, именно той, которая вас действительно интересует и той, которая вам может быть полезна. Потому что намерение моего канала именно дать вам не теорию, а практику. То есть таким образом я имею возможность делиться с вами своими вокальными наработками, моими собственными, а также моих студентов. В этом видео уроке вокала я отвечаю на вопрос одной из зрительниц, которая спрашивает, как правильно петь на пиано. Тихо. Все вы знакомы наверняка с терминологией музыкальной. Если нет, то я сообщаю, что пиано – это не пианино, это музыкальный термин, который обозначает тихое исполнение музыкальное, будь то инструментальное или вокальное. Поэтому я буду говорить пение на пиано, имеется в виду тихое звукоизвлечение. Многие вокалисты, не только начинающие, но и профессиональные, и даже известные имена, по какой-то причине считают, что критерием красивого, высокохудожественного звука, то есть того звука, за который люди платят деньги, является громкий звук, а также исполнение высоких нот. Ну, естественно, громко. Исполнение этих высоких нот громко. Мне кажется, что это заблуждение, потому что динамическое разнообразие – это тот художественный аспект, который вас именно преподносит как артиста, то есть человека, который в своем голосе транслирует какие-то эмоции, переживания. И как известно, что наши эмоции и переживания не всегда бывают на самом пике. То есть мы не всегда ходим вот в таком стрессе. Да, жизнь приносит нам немало стресса, но мы не всегда такие замороженные, правда? Поэтому я предположу, что динамическое разнообразие, и в том числе тихое звучание, как, то есть равно более интимное звучание, более тонкое, утонченное, не тонкое, утонченное звучание порой больше трогает сердце и по степени выразительности гораздо сильнее может влиять на аудиторию, чем откровенно яркий кричащий звук. Очень много искреннего в нашей жизни мы говорим именно тихим звуком. Например, признание в любви, признание того, что мы скучаем, если мы хотим передать интонацию нежности к своим любимым, близким, или мы просим прощения, выражаем свою скорбь в какой-то момент. Все эти интонации живого человека, вы согласитесь со мной наверняка, они будут звучать на полутонах или на тихом звуке. Прежде всего, мне кажется, начинать работать над пиано надо после того, как вы сумели найти ощущение мышц гортани, которые отвечают за узость гортанную, узость горла. Потому как широким звуком, если вы выходите на пиано, то, скорее всего, звук у вас будет опустошенный, пустой, как будто бы просто он расфокусированный, скажем так. Я уже 1000 раз приводила этот пример злосчастный, когда я пыталась обучить хоровую группу сопрано, которые пели как раз вот этим расфокусированным звуком, то есть они пели и предполагали, что это и есть именно тот то тихое звучание, которого необходимо вот добиться для того, чтобы в данном произведении звучало красиво и убедительно. И я пыталась им объяснить, что здесь не хватает центровки звука, так скажем, центра, фокусировки. И эту фокусировку вам дает именно аспект узкого горла. Не все могут сразу ее ощутить, не все могут сразу ее понять. Особенно не хотелось бы ее спутать с зажатым горлом, с зажимом. Так вот, для ощущения узости горла, гортани, да, вот этой части, которая будет нам создавать тонкую трубочку вместо огромной водосточной трубы,
для исполнения пиано, для исполнения тихого звука, для пения на пиано. И для этого нам понадобится сначала ощутить свои гланды. Если они у вас есть, вам повезло, сейчас вы попытаетесь их ощутить. Если у вас нет, у некоторых людей в детстве удаляли гланды, я знаю, потому что у них был хронический тонзиллит, и от них избавились. Но тогда вы просто работаете мышцами гортани, представляя, что у вас есть две стенки, которые сейчас будут соединяться. То есть у нас есть вот кулачки, это две гланды. Когда я пытаюсь их соединить, у меня получается такой звук в горле. Сейчас подойду поближе, надеюсь, что не расфокусируется моя камера. Даже видно, что двигается горло, но опять же это воображаемое, я не знаю, соединяются ли там гланды или нет, но очевидно, что по ощущению вы как бы их соединяете. И как бы там такая искорка, какой-то такой как микрощелчок образуется в этот момент. Зафиксируйте это ощущение, которое, это будет ваш центр. Вот это ощущение будет ваш центр. Как бы два проводка соединились, электричество пошло. Особенностью некоторых голосов, широких голосов, вот как мы уже обсуждали, низких голосов, некоторые нормальные голоса, не низкие, не высокие, нормальные, традиционные голоса, они имеют вот такую пустоту природную, с которой надо бороться, добавляя яркости в тембр, добавляя текстуры в тембр. Именно вот этим упражнением, активатором этих мышц гортани, мы можем добиться немножечко компрессии, добавляя компрессию в голос, вот этого более яркого и более прозрачного звука. Следующим неотъемлемым аспектом вашего тихого звучания и пения на пиано будет диафрагма. Умение удерживать диафрагму в стабильном положении, чаще всего в данном случае в положении внутрь. Посмотрите мое видео о том, куда движется диафрагма. Я по-прежнему являюсь сторонником натуральности в движении диафрагмы. Не вспучивания диафрагмы, не какое-то сжатие специального диафрагмы, а только вот плавного ее движения вниз, к низу в момент, когда вы вдыхаете, и плавного движения немного внутрь, когда вы выдыхаете. В данном случае, когда мы будем говорить о пиано, обязательно движение диафрагмы слегка нажимается чуть ниже пупка, ближе к паху, внутрь. И таким образом вы почувствуете, как вся тяжесть отошла. Вот сейчас я ее держу, говорю с вами. Моя тяжесть я удерживаю мышцами косыми, которые ближе к паху проходят. И это заземление отводит всю излишнюю, ненужную тяжесть, избыток вдоха, может быть, да, который подпирает и мешает вам работать тихим звуком. Все, что нужно, все, что не нужно, вернее, как вот отсечем все ненужное, как говорил Микеланджело. Так вот мы отсекли его и положили вот этот карман низкий наш, вот в паховую область. И здесь у вас свободно. И дальше вы закрываете вот эти два проводочка, и дальше вы можете звучать тихим звуком. Третий аспект, необходимый при создании тихого звучания, вам нужно, как бы сказать, грубо говоря, пристреляться. Ну, вот представьте, что я художник, я занимаюсь художественной росписью, допустим, мелких изделий, ювелирных изделий, или матрешек, или каких-то таких брошечек, да, есть такие очень виртуозные художники, которые тонюсенькими кисточками выписывают различные узоры или рисуют даже микроскопические портретики на вот каких-то шкатулочках. Вы знаете, видели наверняка. И я всегда задаюсь вопросом, как же у них это получается. Настолько рука точно работает. И я взялась однажды, купила кисточки. И вот тоже увлекаюсь различными крафтс. Но что у меня первое, какое было впечатление? Чем больше на тебе ответственность провести эту красивую тонкую линию, а может быть и не одну, или точечки какие-то поставить, особенно если эти точечки должны быть очень одинаковые, но все, рука начинает трястись, и эти точечки совсем не похожи друг на друга. Иногда это просто приводит в исступление. Такая непослушная рука, которая трясется и даже не может простых кружочков обвести этой тонкой кисточкой. Вот и, пожалуйста, простой навык, да, который требует терпения, чтобы он развился до отточенного. Ваша задача представить, что ваш голос – это тонкая кисть, и эти кружочки вы рисуете много раз до тех пор, пока ваш голос стал стабильным, центрированным
никуда не отклоняется, не трясет его, он не нажимает лишнего, он все время находится в балансе. Вот эта балансировка, таким образом ваш голос привыкает нести эту нагрузку стабильно, без стресса, не, так сказать, не падая с каната. И еще один аспект, который, по правде говоря, не лежит на поверхности, потому что он не технический больше, а исполнительский, но он, несомненно, принесет вам большую пользу, если вы его будете применять и как бы иметь в виду, когда вы репетируете тихий звук. Это статика и динамика. Вот, например, я должна исполнить на одну ноту, длительную, допустим, в конце фразы, или это где-то у меня фраза подошла к своей вершине, я ее держу и должна потом уйти. Вот это длинная нота. Если вы ее не оцените как процесс, а будете думать, что это вот как бы достижение, точка, к которой вы пришли, и сейчас вы удерживаете эту ноту, то, скорее всего, эта нота превратится в зажим, или она превратится в такой резкий пищащий звук. Если это в мужском варианте, то это может быть носовой иногда, но довольно неприятный, напряженный звук. Поэтому, чтобы избавиться от этого, когда вы поете на тихой ноте, удерживаете ноту или фразу, обязательно найдите динамику в этой ноте. То есть не статику, что вы просто ее взяли и стоите, ждете, когда кончится ваша доля, а именно, что происходит. Вы либо ее должны вести на расширение, думая о том, что она как бы ведет вас куда-то, выводит вас, допустим, в следующую строчку, в следующий звук, в следующий интервал, или это, наоборот, уход. То есть вы как бы все вот в ней сжимаетесь еще в меньшую точку. Вот вы были вот в таком, допустим, из 100% вы с 50 начали, это уже тихий звук, негромкий звук, и к нулю должны, или, допустим, к 1% прийти к концу жизни этой ноты. Вообще очень много таких специальных молик я собрала в своем курсе, который называется «Харизма вокалиста». И там именно все исполнительские трюки, вот пение интервалов, пение различных там нот громких, тихих или пение в определенных ритмах, я попыталась описать. То есть большой курс, там порядка 5 часов различной информации, которой вы можете питаться для создания своих музыкальных произведений именно с точки зрения исполнительского мастерства. Именно то, что мы сейчас говорим. Когда вы поете ноту длинную, пожалуйста, думайте не о том, что вы ее удерживаете, есть такой даже термин, держать ноту. Ее не надо держать, в ней надо продвигаться. То есть в ней есть поток в этой ноте, который он слышится в вашей голове, переживается в вашей душе. И тогда зрителю приятно, потому что он с вами проплывает, да, он проходит, в процессе находится продвижение внутри этого вокального звукового потока. И это вам поможет удерживать эту тонкую, тихую, кристально чистую ноту, звук, да, который у вас будет находиться в живом исполнении, не в статичном, напряженном, замороженном исполнении. Особенно важно исполнять эти ноты так, есть это распространенный во всех вокальных хрестоматиях термин тоже. Пойте тихую ноту так, как если бы она звучала громко внутри вас. То есть внутри вас все собрано, вся конструкция так, как она бы звучала громко. Но вы даете только какой-то процент из того звука, который вы могли бы дать во всем вот этом вот сетапе, во всем вот этом, как сказать, состоянии, которое вы создали, приготовительном. Вся вот эта конструкция, которую вы вокальную создали, она могла бы звучать громко, но вы не даете, вы процеживаете звук, находитесь как бы чуть-чуть над звуком, над этой конструкцией, и не даете все сполна. Итак, теперь переходим к части упражнения. Мы уже немного поделали упражнение для того, чтобы соединять гланды. Опорой к этому упражнению послужит, это не вокальное, а фонопедическое упражнение. Активатор, массажер гортанных мышц. Для этого упражнения фонопедического мы положим руки на диафрагму. Это значит, что они будут находиться чуть ниже пупка. И произнося эти звукосочетания, которые я сейчас вам дам, они очень простые, обязательно контролируйте, что ваша диафрагма на них реагирует. Если она остается в покое, значит, либо упражнение у вас еще пока не получается, либо нужно какие-то поменять настройки здесь выше. Эк, ок, ук, ик. Эк, ок, ук, ик. Я захватываю как бы саму гласную, провожу ее внутрь. Эк. И К является вершиной этого треугольничка. Эк, ок, ук, ик.
Таким образом вы ставите не только голос на дыхание, но и при этом вы еще провоцируете ваши мышцы гортани щипать этот звук, то есть становиться уже. Сама гортань в этот момент становится уже. Поскольку у нас речь не идет специфически о высоких звуках или средних или низких звуках вашего диапазона, и в целом мы вообще не говорим даже о стилях сейчас. Мы как бы гипотетически раскрываем вопрос в том смысле, как петь тихие ноты в любом из стилей, то есть самая базовая такая информация. Поэтому я подобрала второе упражнение, оно такое довольно универсальное, может быть, оно не очень хорошо, я думаю, пойдет на сопрановые голоса, если это академические вокалисты сопрано. Для всех остальных эстрадников, а также для вокалистов мужчин, это упражнение отлично подойдет именно для провокации вот этого тихого, но в то же время не зажатого и в то же время не шепчащего, не шепчущего тихого звука. И в этом упражнении мы берем согласную Г, которая является тоже активатором, но эта согласная должна быть очень твердая и очень звонкая. Давайте сначала ее потренируем. Г, 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 Г. Самая лучшая проверка, если у вас откликается диафрагма. Если диафрагма вообще не реагирует или очень слабо реагирует, значит ваша Г не зацепляется. Г, Г, Г. Г. Сколько бы мы так вот не гыкали, диафрагма никак не реагирует, потому что это пустой звук. Для примера покажу, как у меня реагирует, но вы добиваетесь именно зацепки за это Г, внутрь себя его хватаете Г, 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 Г. Она должна быть, во-первых, звонкая, довольно твердая, хорошо произнесенная, и обязательно Г, Г, Г реагировать. А теперь мелодический рисунок, довольно простой. Что я делаю сейчас? Я не кричу. У меня практически нет подачи звука яркой. Все происходит где-то на уровне вот одной ладони от меня. Мой фокус как в шлеме, да, вот здесь. Очень близкий. На микрофон, на воображаемый объект. Что происходит? Я как бы нахожусь в состоянии такой, знаете, кобры, которая зависла перед ударом. То есть все активное, а звук маленький. И сброс потом у вас. Например, для мужских более низких голосов. Опять же, сначала над звуком кобры. Может быть ошибочное произношение этого особенно буквы У, когда она более в русском эквиваленте звучит как гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу. Видите, вот эта дистанция, которая создается такими губами, гу-гу-гу, создает излишний вот здесь объем, который, конечно же, будет тяжелый и который, конечно же, не создаст никакой компрессии, гу-гу-гу-гу-гу, только будет очень сильно драть горло. Этого делать нельзя. Поэтому мы здесь создадим вместо вот такого хобота, мы создадим лучше треугольник. Вот это «о» будет довольно-таки косноязычное для русского произношения, потому что в английском есть такая буква «ю». Например, когда говорят «but», русские говорят «but», «но», да? А американцы говорят «but». И поэтому, когда вы говорите «го-го-го», «го», он тоже не «гу», а «го». Над звуком так немножечко он над звуком висит, да? Поэтому я говорю состояние этой кобры. Тоненько. Гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу. Или гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу. Главное процеживать этот звук, чтобы он был кристально сфокусированный и довольно чистый. Не так. Гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу. Как мишка такой. У-у. Такого звука тоже не должно быть. Но и не должно быть носового звука. Это тоже уже перевес слишком сильно на носовую форманту. Тоже не годится. Поэтому такая балансировка вам даст такой тихий звук. Как будто вы какой-то сигнал нажимаете. Позади носа. Не в носу, а позади. И вы так можете петь тихим звуком, только одной вот этой вот отблеском звуковым, который вы создаете. Когда мы говорим о тихом звуке,
мне сразу представляется мой кумир Монсеррат Кабалье, которая является, я считаю, принцессой тихого звучания. Она всегда парит где-то очень высоко, очень нежно и очень кристально. И я считаю, что она вот является образцом вот этого невидимого, парящего, красивого, кристального, высокого и тихого звучания. И на ее мастер-классе была очень интересная замеченная вещь. Перед тем, как вы делаете вход на верхний звук, допустим, у вас прыжок, да, нужно интервал спеть наверх. Опять же, независимо от академический это вокал или это эстрадный вокал, я рекомендую по методу Монсеррат Кабалье. Сначала вы должны осознанно закрыть диафрагму внутрь, а потом сделать это движение вокальное. Потому что если вы делаете это вместе или опосля, что еще хуже, то у вас обязательно на горле повиснет тяжесть. Какой балласт повиснет. И выход наверх не получится, или получится очень напряженный, или на 3 кирпича ниже, что обычно интонация очень сильно подвержена вот этой вот тяжести немыслимой. Поэтому сначала закрывается диафрагма, а потом поется высокая нота. Кстати, об этом я говорю в видео про высокие ноты. Посмотрите вообще генерально о высоких нотах. Продемонстрирую вам на основе распевки на мотив арии Джильды. Си, ля, соль, фа, ми, ре, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Обязательно нужно сначала прожать, на землю встать, а потом петь а, и, о, и, ля, соль, фа, ми, ре, до. Для того, чтобы петь тихо, но внятно и чисто, и в то же время как бы наполнено, вот к чему я все это веду, необходимо петь над звуком. Да? То есть вы имеете своим звуком, например, вот куда вы идете, там нота там, соль или фа, вот этот уровень. Поэтому на вдохе вам нужно набрать чуть выше. Да? Вы на вдохе встаете в позицию как бы над звуком, то есть ваш вдох ведет вас чуть выше, и потом вы как бы просто уже на звук сверху опускаетесь. Момент пения. Над звуком. Некоторые начинают из-под. Они вытягиваются. Я даже говорю не про высокие ноты сейчас. Они просто толкают свои звуки снизу наверх. И поэтому они, во-первых, им сложнее петь тихо, во-вторых, у них стабильности нет. В-третьих, сам звук довольно звучит как-то, как будто они чем-то расстроены или жалуются на что-то. Когда вы снизу толкаете звук, это перетяжка, я считаю, это слишком, так сказать, энергия, посланная не в ту степь. Обязательно перед тем, как петь тихий звук, настройте себя, что вы поете над звуком. Вообще, это хорошая привычка для любого пения, которая вам облегчит сразу несколько задач. Но особенно специфически для тихого звука. Петь над звуком, на вдохе. Набрать выше уровня, чем положено, и потом опуститься. Или И последнее упражнение, которое будет провоцировать вам именно тонко взятый тихий звук, который должен быть обязательно кристальным и обязательно в позиции. Это упражнение с больших крупных гласных на узкие гласные Е и И. Я возьму на И сейчас. В данной ситуации я беру за основу крупную гласную, чтобы я не потеряла свою землю, заземленность, чтобы у меня была масса, с которой я работаю. Да? Сначала в эту звуковую массу мы погружаемся через крупную гласную. Да, открываем, расслабляем, зачерпываем. И потом уносим в маленькую точку, вот такую на вершине горы, где-то вот как звезда.
смотрите, что происходит. Моя «и» процеживается практически не в открытый не в открытый рот, а процеживается в усы. Тут же вы услышите и над звуком, тут же вы услышите и закрытые гланды, тут же вы услышите и внутрь зашедшую диафрагму, поддерживающую вот это течение звука. И потом вы просто процеживаете как через сито, через усы, центром лица, почти закрыто. Говоря о рисунках, о которых мы упоминали, да, вот это та точка, которую я ставлю, и где у меня рука уже не дрожит. Но вы должны привыкнуть и пристреляться к этому упражнению. Как в наушниках, то есть весь голос у вас здесь. Он не гвоздит. Он не заваливается. Он ничего не делает такого, что отклоняет его от намеченной точки, которую вы создали. Она где-то вот перед вами. И висите там, пока вам не станет удобно все время одно и то же движение набиваете, как теннисист, который набивает движение по мячу. И поэтому вам станет легче и более понятно, как это происходит. Потом вы уже ходите по диапазону вниз и вверх, пытаетесь достичь разных вершин или более низких нот. Именно этим же вот как бы кивком. Это как кивок такой получается. Попробуем для низких голосов, если мужские, допустим, нас сейчас слушает кто-то. Например. Это «и» напоминает мне звук из упражнения Это звук, который висит над воображаемым нормальным «и». Не надо так петь. Усы поют, а не ожесточенный рот. Сначала закрыть диафрагму. И остатком воздуха, остатком голоса, который он весь ушел, балласт вниз. И струимся куда-то. Не статично стоим, строим какую-то концепцию, куда идет звук. Исчезает или наполняется. Его какая-то диаграмма внутренняя должна быть. Ну, не знаю, наговорила вам массу информации. Зацепитесь, найдите свою зацепку, которая вас вынесет в правильном направлении. Может быть, не все сразу, не обязательно все сразу применять. Возьмите что-то одно, какой-то манок, который вас вот спровоцирует и зацепит вас за правильную интонацию, и с этой интонацией вы уже сможете дальше культивировать вот этот тихий, приятный, интимный, трогательный звук. Я думаю, что у вас это обязательно получится. Но если нет, задавайте вопросы, делитесь своим мнением. Надеюсь, что она будет позитивная. И если да, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами была Юлия Полянская, и обязательно встречусь с вами в моем следующем видеоуроке. Всех благ, до встречи, до свидания.